Всем привет! Сегодня хочу немного прояснить понятие зубрежка, заучивание наизусть, потому что я часто обращаюсь к этому термину в своих видео, говоря о том, что это пассивный метод запоминания, который не приносит никакой пользы, она занимает много времени, но, как оказалось из ваших комментариев, что не все, есть разные, оказывается, трактовки этого понятия. Я сегодня хочу рассказать, что я имею в виду под этим понятием, но я транслирую то, что имеют в виду ученые, исследователи. Исследования, кстати, интересные, я оставлю обязательно внизу. Что они имеют в виду под этим понятием, почему они считают его пассивным, почему они считают, что это не приносит пользы. И, в общем, разберемся в этом. Итак, определение словаря, заучивание наизусть, она же зубрежка, это метод запоминания, который состоит в многократном дословном повторении какой-либо информации за короткое время. То есть, когда вы что-либо читаете, что-либо там повторяете внутри себя бесконечно, повторяете, очень-очень много раз, повторяете дословно в надежде на то, что вы это запомните за короткий период. То есть, нам кажется, что если мы весь день будем какой-то отрывок читать, то он как бы запомнится, потому что мы его вызубрим. То есть это именно когда мы дословно какие-то чужие слова хотим запомнить, чтобы они вот прям так, как они есть, они остались в нашей памяти. Этот способ, он очень древний, потому что ранее только таким способом можно было передавать информацию. До того, как появилась полноценная, не то что письменность, способ передачи информации, когда вот у нас есть книги, у нас там есть какие-то фильмы и так далее, до того, как все это появилось, люди свои знания передавали из уста в уста, то есть когда там мастер передавал какие-то свои знания своим ученикам, он им и рассказывал то, что и рассказывали ему. То есть все эти легенды, песни, мифы и так далее, они были созданы для того, чтобы заключить определенные знания в такую форму, которую легко запомнить, которую нужно запомнить дословно, чтобы передать ее, опять-таки, своим каким-то ученикам, потомкам и так далее. Этот способ, за счет того, что он очень древний, мы к нему привыкли, что нам кажется, что если мы зазубрим чьи-то слова, то мы будем знать эту информацию. И плюс этот миф поддерживается в школах, в университетах до сих пор, к сожалению. То есть если нам говорят о том, что выучите вот это и вот это, то подразумевается, что вы как раз-таки будете зубрить какой-то материал, потому что не каждый, к сожалению, учитель приветствует пересказ своими словами, понимание того, что, трансляцию понимания учеником, что он понял, а лучше рассказать теми словами, которые оно и есть. У меня в школе то же самое было, у меня было несколько преподавателей, которые заставляли прям вот рассказывать четко целые абзацы из учебников. Только этим мы могли доказать, что мы выучили что-либо и получить какую-то достаточно высокую оценку. Как только начиналась отсебятина, это все не так, это все неправильно. Вот же человек написал, умный, хороший, важный человек, вы должны тоже так думать, тоже так знать. И за счет этого сформировалась такая гигантская привычка у всех, что зубрежка это хорошо, это полезно, но ученые уже достаточно давно изучают этот вопрос с разных сторон, и они пришли к определенным выводам о том, что у зубрежки, конечно же, есть свои плюсы, но все-таки минусов гораздо больше. Из плюсов то, что вы действительно можете что-либо заучить наизусть дословно. Потому что некоторые такие сферы требуют этого. Там всякие религиозные тексты, их учат наизусть, их цитируют наизусть. Если вам нужно какие-то, повторюсь, есть кое-какие профессии, в которых прям нужно, чтобы вы дословно что-либо знали. Либо, например, вы для себя что-то хотите выучить, чтобы цитировать, чтобы рассказывать слово в слово, как оно было написано. Да, практически только этим способом, многократным повторением вот этой связки слов вы можете это сделать. Второй из плюсов – это улучшение памяти, как ни странно. Но дело в том, что это все основывается на факте того, что когда мы зубрим, мы очень активно используем нашу рабочую память. А для хороших долгосрочных воспоминаний нужно, чтобы из рабочей памяти они перешли в долгосрочную. Но когда вы занимаетесь зубрежкой, вы используете только рабочую память, потому что это происходит за короткие промежутки времени. То есть в течение дня, например, вы это все делаете, а за счет этого вы пользуетесь только рабочей памятью. Но за счет этого ваша рабочая память прокачивается, она расширяется, то есть в единицу времени вы сможете запоминать все больше и больше информации, и все дольше и дольше ее хранить, в течение дня на самом деле.
деле. Дальше она не распространяется, потому что потом мы ложимся спать, информация обрабатывается, рабочая память вся перерабатывается в долгосрочную, либо выкидывается информация. Но в целом зубрежка улучшает нашу память, но рабочую именно. И последний из очевидных плюсов, которым, в принципе, пользуются все, это то, что вы можете достаточно успешно сдать экзамен на знание фактов. То есть если ваш экзамен состоит в том, чтобы как раз-таки пересказать что-то определенными словами, чтобы вы могли термины какие-то рассказать, либо это тестирование на знание конкретных фактов, когда кто родился, умер, как война была, там, что-то какие-то там крещения, походы и так далее. Да, это помогает. Вы себя накачиваете, вы раскачиваете свою рабочую память, вы забиваете ее информацией, и когда приходит время, потому что вы обычно это делаете прям впритык к экзамену, да, вы можете пользоваться этой информацией, особенно если вы часто занимались зубрежкой, у вас там достаточно большой объем, это вам достаточно для того, чтобы сдать экзамен. Но только вот такой экзамен, где нужны фактические знания. И здесь мы как раз-таки подходим к минусам, которые все-таки преобладают в этом методе. И, как по мне, главный минус – это то, что вы лишаете себя понимания той информации, которую вы зубрите, потому что вы повторяете чужие слова, чужие формулировки, то, что написал другой человек. Это не то, что вы прочувствовали, не то, что вы переработали, не то, что вы поняли и так далее. То есть вы пользуетесь чьим-то другим пониманием. Вы не пропускаете через себя информацию. И еще одним минусом следующим является то, что практически вы не можете этим пользоваться, этими знаниями. То есть вы вот выучили, и эти знания такие закапсулированные. То есть когда вы понимаете информацию, то информация, она такая очень системная, расширенная, у нее куча ментальных зацепок, она вписывается в существующие ваши знания, и вам легко ее получить, потому что у вас очень много входов в эту информацию. Вы можете за любую мысль зацепиться, которая около того, и вы можете вытянуть эти знания. Когда же вы зубрите, у вас нет этих ментальных зацепок. Это чужие слова, чужие выражения и так далее. То есть это что-то инородное, да, вы хорошо запомнили, вы потратили много-много времени, но у вас нету зацепок к этой информации. То есть пока вы дословно что-либо не вспомните, вот прям вы не напряжетесь, не покопаетесь в своей памяти, возможно, все-таки какие-то масюсенькие ментальные зацепки вы там произвели, только тогда вы сможете вспомнить. И плюс это знание фактов. Это, опять-таки, не понимание. А фактами очень сложно пользоваться, особенно когда вам нужно что-то применять на практике. Потому что, когда мы что-либо учим наизусть, это вот что-то такое очень стационарное. А на практике не всегда так получается. То есть практика очень часто отличается от теории. И если нет понимания, вы не можете вот эту теорию перетянуть на вашу практику. И по сути вы не можете применять те знания, которые вы получили. Еще то, что отмечают ученые, это то, что в принципе сильно большой объем знаний недоступен таким способом. Потому что все-таки это очень затратно по времени, по энергии. И наша память вот на такие вещи, она достаточно ограничена. Потому что наша рабочая память, как бы мы ее ни растягивали, она тоже ограничена. Плюс все-таки переходит в долгосрочную память не так много информации, которую вы таким способом учили, потому что это противоестественный способ получения информации и запоминания. Это противоречит тому, как работает наш мозг. И поэтому все-таки слишком большие объемы информации вы не сможете преодолеть, запомнить и хранить как-то в своей памяти. И то, что я уже только что затронула, это то, что зубрежка занимает очень много времени. Это очень растянутое по времени занятие, потому что вам нужно многократно повторять. По сравнению с тем, что, например, вы бы занялись пониманием, разбором и так далее, возможно, это заняло бы по объему такое же время, но информации бы в вашем мозге за счет активных процессов запоминания, понимания и, в принципе, работы с информацией у вас бы сохранилось больше, чем если бы вы это все зазубривали. И плюс это очень энергозатратно. Повторюсь, за счет того, что это идет против того, как работает наш мозг, то есть когда вы не анализируете, не создаете образы, не делаете ментальных зацепок, не подключаете свой прошлый опыт, не стараетесь проанализировать и объяснить простыми словами сложные понятия, то есть не разбираете на составляющие, не рассказывайте себя вот обо всех нюансах, не старайтесь сами себе объяснить своими словами информацию.
это то, как работает наша память на самом деле, а просто, повторюсь, повторяйте чьи-то слова. Это против нашей природы, а значит, это занимает гораздо больше времени. То есть вы гребете против течения старательно, очень много энергии, силы, времени на это тратите. Да, это вы все-таки подниметесь, вы все-таки продвинетесь, если будете гребсти против реки, но вы очень сильно утомитесь. А также, конечно же, это работает только в краткосрочной перспективе, потому что, повторюсь, за счет того, что знания такие очень закапсулированные, фактические, вы не делаете из них систему, то есть вы зачастую там сдаете экзамен, все, вы ложитесь спать, большая часть информации испаряется, потому что вы никак с ней не работали, вы ее не переработали. И поэтому зачастую зубрежка имеет очень краткосрочный эффект. В долгосрочной перспективе она практически не работает. И еще что интересно, во многих исследованиях исследователи заметили то, что если школьники привыкают к этой системе, привыкают к тому, что нужно только зубрить все дело, то это очень плохо влияет на всю успеваемость. То есть как только мы переключаемся только на этот метод запоминания, то есть надеемся только на то, что мы сможем вызубрить какие-то вещи, то общая успеваемость значительно падает, потому что все-таки знания должны идти от понимания, от анализа, от синтеза, от накопленных конкретных знаний и такой системы того, что мы понимаем, а не от каких-либо раздробленных фактов, которые мы пытаемся в себя впихнуть за счет зубрежки. И возвращаясь именно к исследованиям, с которых я начала, в науке зубрежка является формой активной прокрастинации либо пассивного запоминания. Да, они тоже относят это к методам запоминания, к привычным методам запоминания, но они, исследователи, все-таки склоняются к тому, что это очень пассивный способ. Повторюсь, потому что вы не разбираете информацию, вы ее не применяете на себя, вы не подтягиваете свои предыдущие знания, вы не анализируете, не систематизируете и так далее. В общем, все, что я уже говорила, вы это все не делаете. Вы берете готовый продукт, готовые мысли и пытаетесь их запомнить. По поводу активной прокрастинации, они это объясняют тем, что вы не хотите, по сути, как нам кажется, напрягаться. То есть я сейчас вот вызубрю и все. И вы активно этим всем пользуетесь, но по сути вы не получаете того, что нужно в итоге. Вы не получаете знаний, вы получаете кусочек фактических знаний, который достаточно быстро испарится, а значит, вы не проделываете ту работу, которую нужно, а значит, вы прокрастинируете, вы игнорируете то, для чего вообще мы получаем знания, чтобы они в долгосрочной перспективе сохранились в нашей голове, чтобы мы могли их применять на практике, чтобы мы могли ими пользоваться, чтобы они помогали в нашей профессиональной жизни, в повседневной жизни и так далее. То есть это все игнорируется, и вы просто тратите свое время впустую. Но, повторюсь, это очень привычный способ. Я тоже в него иногда скатываюсь. Каждый из нас применяет его в той или иной мере, и нам кажется, что это проще, но, к сожалению, нет. Много способов есть, которые они тоже энергозатратны, но они приносят гораздо больше пользы. Все, мои хорошие, надеюсь, я развеяла миф зубрежки, хотя если вам сильно нравится, продолжайте. Запрещать я вам ничего, конечно же, не буду, но посоветую все-таки этого не делать. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.